Друзья, приветствую! С вами Константин Горячев, ваш эксперт по ипотеке на строительство. Друзья, на улице светит солнышко, март. Скоро надо приступать к строительству дома вашей мечты. И именно поэтому вам нужно посмотреть этот выпуск до конца. Потому что в этом выпуске мы обсудим, кто может быть вашим поручителем, какие требования предъявляются к ним, может ли ваша супруга быть поручителем и в какой момент нужно заключать брачный договор. Также в этом выпуске мы разберем, в какой последовательности нужно подавать заявку в Сбербанк. Сначала одобряем заемщика, потом поручителя и только потом земельный участок. И в конце выпуска я расскажу вам несколько фишек ипотеки, о которых, возможно, вы не знали. Желание есть, участок присмотрела, что делать дальше? То есть мне нужно идти самой в банк, либо искать риэлтора, и это делать с риэлтором, либо вот обратиться к вам как к ипотечному консультанту. То есть какой вариант лучше выбрать? Хороший вопрос. Ответ на него, конечно, нужно обращаться к профессиональным ипотечным консультантам, но если ты хочешь подать заявку самостоятельно, это сделать очень просто. Заходишь на сайт Дом.Клик, загружаешь паспорт СНИЛС, указываешь уровень дохода, и заемщика подать достаточно просто. Иногда возникают вопросы, люди меня спрашивают: я хочу подать заявку через риэлтора или я хочу подать заявку через строительную организацию. Мне в комментариях писали, что строительная организация, она же аккредитована банком, и значит, у нее есть интерес одобрить. Здесь очень важный вопрос: когда вы в жизни с каким-то специалистом работаете в какой-то сфере, важно, чтобы он был квалифицирован. И вы должны понять, то, что строительная компания аккредитована в банке, это отражает факт того, что она хорошо строит. Не факт, что в ее штате есть отдельный ипотечный специалист, который сможет грамотно и квалифицированно вас провести по этой заявке, по этой программе на строительство жилого дома. А программа, поверьте мне, для многих кажется очень сложной. Поэтому, естественно, если вы разбираетесь в тонкостях этой программы, вы можете легко одобриться сами и пройти всю эту процедуру. Но я рекомендую вам хотя бы проконсультироваться у ипотечного специалиста в нашей либо в какой-то другой компании, где вам подробно расскажут от А до Я, дадут четкую программу действий, с чего начать, что делать следующее, какие подводные камни. И вот уже на основании этой консультации вы можете принять решение, то есть либо самостоятельно на основе этой консультации одобриться и получить ипотеку, либо, если вас устроит стоимость услуг ипотечного консультанта, уже отдать ему, разрешить ему быстро и эффективно одобрить вашу ипотеку. Выбор всегда за вами. Константин, я чувствую, что я в надежных руках. Давайте разберемся тогда, какие первые мои действия. Как я уже сказал, самое первое, самое быстрое — проверяем кредитную историю. И очень важно в первую очередь не покупать земельный участок, его нужно проверить и понять, что он подходит. Но важно соблюдать правильную последовательность по подаче заявки именно в Сбербанке. То есть, почему я это рассказываю? Потому что если вы будете делать это неправильно, я сейчас расскажу, что будет. То есть на первом этапе нужно подать заемщика. Можно подать его по двум документам. Подаем заявку и одобряют. Сейчас появилась такая ситуация, все-таки чуть-чуть скоринг закручивается и чуть-чуть так посерьезнее начинает смотреть заемщика. Бывает так, что когда вы подаете заявку по двум документам, вам в сообщении пишут, что недостаточно дохода, и вы думаете, что делать, при том, что даже доход, он достаточен, исходя из логики, да. Вот. В этой ситуации нужно уже подать заявку по заемщику по полному пакету документов. Если вы ИП, вы прикрепляете декларацию. Если вы сотрудник, который работает с нами, вы прикрепляете либо 2 НДФЛ, либо форму банка, то есть копию трудовой книжки. И вот вероятность одобрения на текущий момент, в начале 2023 года, она более высока. То есть если по двум документам отказали, подкрепляем документы тут же и вас одобряют. Вот. На втором этапе, то есть мы согласовываем поручителя, то есть мы не прикрепляем документы по земельному участку, а согласовываем поручителя. Вот по поручителю всегда
требовался полный пакет документов. Та же копия трудовой книжки, справка по форме банка. Банк звонит поручителю, также уточняет какие-то данные, могут уточнить какие-то данные по вам, да, то есть знает ли поручитель вас, да, то есть чем вы занимаетесь. То есть без конкретики, но поручитель тоже должен быть в курсе. Вот, кстати, да, я хотела уточнить, кто может быть поручителем. Поручитель – это, если так можно сказать, ахиллесова пята Сбербанка. Ну, она не ахиллесова пята, но это единственный параметр, по которому Сбер проигрывает Дом РФ или ВТБ. Но поручителям люди часто сами себе отказывают. Они придумывают, почему, вот это очень популярная история, то есть почему мне не одобрят ипотеку. Почему этот поручитель не подойдет? Марина, смотри, вот поручителем может быть любой человек, то есть это может быть там 22-летний там, сын или дочь, 60-летняя мама, это может быть коллега с работы, это может быть кто угодно, но только гражданин России. Если, допустим, будет поручителю 60 лет, ну просто будет срок кредита покороче, не на 30 лет, а на 15. Даже если 65 лет будет поручителю, и такого поручителя можно рассматривать. В чем проблема еще с поручителем? У поручителей часто бывают страхи, да, что если я выступлю поручителем, мне не дадут свою ипотеку. На самом деле это не так. Во-первых, ваш платеж, если вы выступили поручителем, и платеж, допустим, по ипотеке у основного заемщика титульного составляет 40 тысяч рублей, то в вашу нагрузку будет ложиться 20 тысяч рублей. То есть это первый момент. Второй момент. Если вашего дохода хватает, то, соответственно, вы можете выступить поручителем, можете взять себе ипотеку. И у нас были такие клиенты, которые 3 раза выступали поручителем, я потом расскажу, это так называемый серийный поручитель. Да? То есть для поручителя, если он выступил поручителем, то это не мешает ему в жизни, и он может взять свою ипотеку. Потом, что еще можно рассказать про поручителей? Важно, что если вы построите дом за там, полгода или за 8 месяцев, ну побыстрее, то поручитель выводится из обеспечения, то есть он не на весь срок кредита, а до момента окончания строительства. Поручителей надо пробовать, да, то есть просто не надо думать за банк. Обычно, если это семья, то есть там родители мужа, родители супруги, и по сути, то есть у вас в наличии там 4 поручителя, вы можете их по очереди подавать, то есть, соответственно, если одному поручителю банк отказал, то, соответственно, как бы можно подать следующего. Можно взять 2 поручителей, то есть здесь очень большое количество вариантов, вот как раз, чтобы понять, в какой конфигурации подавать заявку, вам нужна консультация ипотечного специалиста, чтобы он оценил кредитную историю, как у кого подтверждены доходы, и сказал, давайте подавать вот заемщика так, а поручителя вот так. Я очень акцентировался на поручителе, потому что это на самом деле для многих людей основное ограничение при получении ипотеки на строительство. Еще раз вернемся, то есть одобрили заемщика, одобрили поручителя. И вот на 3-м этапе мы заказываем оценку земельного участка, подгружаем в Дом-клик документы по земле и одобряем земельный участок. Почему именно в такой последовательности? Потому что, допустим, вы можете сначала одобрить свою заявку как заемщика, потом сделать оценку, подгрузить документы в Дом-клик, да? Вам одобрят земельный участок, допустим, скажут, что земельный участок подходит, подгрузить поручителя, и вам скажут, что поручитель не подходит. То есть получается, все, что вы сделали по земельному участку, оценку и прочие действия, они бесполезны. То есть, потому что по земле чаще всего одобряют. И как мы говорили уже, что если вы проверили в ЕГРН, что нет ограничений с землей, проблем не будет. Вот, поэтому сначала поручитель, потом земельный участок. Потому что если сначала земельный участок, а потом отказ по поручителю, все, что вы сделали по земле, это будет бесполезная трата времени. Ну и денег. А сколько вообще времени занимает вся вот эта процедура? Вообще все быстро на самом деле, по времени, то есть заемщик может одобриться, вот в прошлом году там день-два одобряется, то есть вот если перезаводить заявку, может быть, максимум 2 дня, я думаю, то есть вот поручитель также рассматривается пару дней, вот по земле оценка делается там день-два, то есть рассмотрение объекта земли, то есть тоже около 3 дней, то есть все в принципе быстро. Очень важный момент про самого главного поручителя. Самый главный поручитель у нас может быть супруг. То есть мы совсем забыли, что у нас поручителем может быть супруг. Что для этого нужно сделать? Быстренько расскажу про это. То есть вы, когда подаете заявку, указываете, что у вас есть брачный договор. Хотя по факту его еще может не быть. То есть потом в качестве поручителя
указываете супруга, банк его одобряет, и переходим к моменту сделки. Вот брачный договор делается перед сделкой. То есть заявку вы можете подать и указать галочку, что брачный договор есть, но сделать брачный договор именно перед сделкой. То есть за несколько дней вы делаете брачный договор, не раньше, не перед подачей заявки. Константин, мне все понятно. Расскажите, какие еще, возможно, у вас были интересные моменты в практике, да, что-то, может быть, какие-то случайные случаи, которые очень необычные. Так, Марина, случайные случаи. Ну хорошо, если вы случайно захотите взять не одну ипотеку, а две, то вы это можете сделать. То есть были изменения в 2023 году, и вот если детишек нет, по господдержке вы можете взять одну ипотеку. А если у вас есть детишки, то вы случайно можете взять и 2, и 3 ипотеки. То есть несколько ипотек можете взять. Может произойти случайно так, что заемщик, перекрестные заемщики и поручители, допустим, вы с другом, ну или вы с подругой решили построить дома, и каждому нужен заемщик, и каждому нужен поручитель, а есть только вы друг у друга. Так вот, вы можете по одной сделке, вы можете быть заемщиком, а ваша подруга поручителем, а по другой сделке подруга заемщиком, а вы поручителем. Завернули. Да, можно такую вот перекрестную историю сделать. У нас даже была сделка, когда в один день проходили такие сделки, то есть 12 часов первая сделка и в 3 часа другая, то есть перекрестные поручители. Это вопрос, если нет поручителя, то есть вот можно друг у друга выступить поручителями. Случайно бывает так, что поручитель есть, но он находится в другом регионе, и ему сложно приехать с официальным доходом, все хорошо, но вот он не может приехать, либо там юг России. Слишком занят, да. Да, слишком занят. Так вот, поручитель может дать доверенность на подписание за себя договора поручительства. То есть, допустим, если он находится не знаю, в Владивостоке, дает доверенность, отправляет ее почтой, и на кого-то из ваших даже родственников вы подписываете кредитный договор, а договор поручительства за поручителя подписывает уже другой человек, на которого дали доверенность. Расскажите, как зрители могут вас найти, как к вам можно будет обратиться? Друзья, найти нас очень просто. Под этим видео есть ссылочки на мой личный WhatsApp, есть ссылочка на сайт goodipoteka.ru, компания «Моя ипотека». Вы можете зайти на сайт, оставить там заявку, вы можете написать сообщением в WhatsApp, и также есть ссылка на анкету, на квиз, вы можете прокликать ее за несколько минут, и мы уже получим по вам готовую информацию, и на звонке сможем вас квалифицированно и полно проконсультировать. Вы можете связаться с нами любым способом, так как вам удобно. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я надеюсь, что многие вопросы для вас стали более понятными. Если есть какие-то вопросы, на которые я не ответил, вы можете написать в комментарии, либо отправить мне личным сообщением. Друзья, для меня очень важна оценка моей работы, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и обязательно увидимся в следующих видео. До новых встреч!